Приветствую вас, мои дорогие, самые сладкие, самые нежные. Хотелось вас сегодня назвать именно такими. Я объясню сейчас почему. С вами Ева, вы на канале Ева Оракул и Таро, и мы с вами сегодня посмотрим вашу заветную мечту. Вот мне сегодня пришло из потока. Вот, представляете, сейчас я вам расскажу, как обычно, синхронистичность происходящего. Во-первых, я прошу немножко за голос, немножко осипший, потому что много перелетов, смена климата, то 15 градусов, то 30, то 35, кондиционеры, самолеты, в общем, немножечко это, мой аппарат рабочий, это на пределе. Поэтому сегодня мы будем с вами смотреть тему «Ваша заметная мечта». И когда, в общем, я ехала по делам, меня вызвали на другую встречу, в совершенно другую часть города, я приезжаю, встреча не состоялась, и у меня сразу же появилось место, время, и самое главное, рядом оказалось место, где вот смотрите, какое роскошное дерево, роскошный сад. Самое главное, когда я уже настроила камеру, села за стол, и посмотрите, что здесь было. Вот, понимаете, ваша заветная мечта, дизайр, огромная клубника. Вообще, когда-нибудь такое видели? Вот у меня на столе передо мной стоит. Представляете, я думаю, боже, что это за ваза, что это за предмет? Повернула, понимаю, что это клубника. Вот такая вот огромная, сладкая заветная мечта, понимаете? Вот и вы тоже такие, так, микрофон, и вы тоже такие вот сладенькие, понимаете? Вот такая вот у вас мечта. Вот, в общем, погнали. Настраиваемся на расклад, причем вот эта вот колода у меня тоже новая, я ее приобрела совсем недавно, уже делала на ней один расклад. Она как раз очень хорошо подойдет нам для сегодняшней темы. Она небольшая, но очень-очень емкая, мне она понравилась. Во-первых, у нее здесь, смотрите, такой третий глаз. Вот. Ну давайте посмотрим, что у вас там за заветная мечта, какое исполнение, каким образом, что именно. Давайте смотреть. Никогда не знаешь, что придет в потоке. Для меня это всегда сюрприз. Ну, понимаете, я думаю, когда же будет какой-нибудь расклад уже, наконец-то, чтобы там не было мужчин. Я уже сама от этой темы думаю, уже куда деться из потока тема мужчин. Но вы приходите на мой расклад, понимаете? Это расклады ваши. Так вот у вас, понимаете, у вас тема, понимаете, отношений. И ваша мечта, понимаете, ваша главная мечта, причем релакс и отношения, парочка, которая идет по морю. То есть ваша мечта, отношения, где не нужно будет напрягаться, понимаете, где не нужно будет что-то строить, что-то додумывать, что-то выяснять, какие-то, знаете, препирательства, какие-то разногласия, какая-то притирка. Понимаете, ваша мечта – это отношения, в которых вы будете чувствовать себя relaxation, релакс, понимаете, вот без слов. Вот, понимаете, вот, сладкая парочка. Это будет на заставке. Так, где она? Вот клубника, вы смотрите, какая огромная, и вы. Вот такая вот. Вы хотите сладкую, зрелую, такой зрелый плод любви вы хотите, понимаете? Вот это ваша главная мечта. Потому что сейчас, вот понимаете, даже я смотрю, кто-то сейчас в браке или в отношениях, но это отношения, понимаете, жебрак, то есть все время такой нищий, просящий, то есть вы все время в отношениях, вроде бы отношения есть или отношения были, у кого-то их нету, неважно. Причем вот, понимаете, очень здесь хорошо эта карта показывает, неважно, в отношениях вы или нет, но постоянно вы вот в позе немножко просящего, как будто вам чего-то не хватает. То есть это отношения, которые вроде бы и есть, но они недостаточны, или отношений нету, да. Ну, в общем, вот это вот ощущение недостаточности, допустим, и вроде бы со стороны, я так смотрю, вот люди, понимаете, со стороны это выглядит как идеальная картинка. То есть со стороны, вы если кому-то начнете рассказывать, что у вас в жизни происходит, что у вас на сердце, вам могут сказать, да что ты там паришься, у тебя же все есть, да посмотри, как все хорошо. Посмотрите, как хорошо. У тебя же такой мужчина, или у тебя там был такой мужчина, там, или еще что-то такое, понимаете? Неважно. Или, допустим, ты смотри, какая ты, там, да, что тебе вообще печалиться? Но нет, понимаете, вы себя ощущаете вот этим вот просящим жебраком. Понимаете, вот это же на польском, да, жебрак. На украинском тоже, кстати, жебрак, да. Beggar на английском, да. То есть человек, который, по сути, от судьбы все время, ему что-то приходится просить, потому что ему там, в этих отношениях, не хватает. Да, ну вот нам показывают, что, видите, есть какие-то препятствия, перешкоды, есть какие-то препятствия на вас продвижению к вашей мечты. То есть не все так просто.
То есть вам нужно что-то преодолеть, вам нужно преодолеть какое-то препятствие, вам нужно даже перепрыгнуть где-то через себя, через какие-то обстоятельства. И это, понимаете, это непростое. То есть чтобы для того, чтобы сделать вот такой вот прыжок, так чтобы даже другие просто были поражены этому, понимаете, для этого требуется сноровка, опыт и даже какие-то, знаете, вот как подготовка. Без подготовки, если ты попробуешь совершить такой рывок, ты просто себе сломаешь шею. Это, например, вот знаете, вот, к примеру, приведу пример. У меня даже по мотивам прошлых наших раскладов, да, вы писали, что вот я хочу познакомиться с иностранцем, или у нас был там, да, расклад, вот это райская любовь, у нас был расклад, где вот приходило все время, что это какой-то, может быть, иностранец. Так вот, если вы попробуете завязать отношения с иностранцем, особо ничего не зная о той стране, в которой там он живет, или вообще о других странах, вы мало путешествуете, вы много понимаете разницу менталитетов, у вас нету хотя бы какого-нибудь иностранного языка, и так далее и тому подобное, для вас, понимаете, это может оказаться очень большим испытанием. Да, вы, может быть, придете в чувство и в любовь, но какой ценой, насколько вам будет сложно будет себя обрести и вообще подстроиться и так далее, понимаете? То есть это пример, да, вот почему-то такой пришел. Но это не важно, чего касается, понимаете? Возможно, в принципе, вот мне почему-то идет из потока, что вы, вот здесь именно вот в таком контексте, что, знаете, как будто бы вот вы, может быть, даже кто-то уже был какое-то время один, и вы уже привыкли как-то выстраивать свой быт, свою жизнь, свое представление, как будто бы вот вы, ну вот вам так комфортно, понимаете? Вот так вот появление другого человека для вас может быть немножко стрессовым и дискомфортным, и вам нужно понять, насколько вы готовы впускать такие изменения, то есть вам немножечко так нужно стать гибче, понимаете, более такой маневренной. Вот вам нужно стать более маневренной. Давайте посмотрим еще, какие же на самом деле препятствия идут, мешают вашей мечте. Давайте посмотрим. У меня тут красивая такая локация. Во-первых, посмотрите, какое дерево, невероятная мощь, понимаете? Вот ваша мечта, понимаете, это что-то, что очень долго тут росло, пускало ветви в разные стороны, понимаете? Вот ваша мечта, она не просто так. Это вообще вот главная мечта вашей жизни, семья. И когда я спросила про препятствия, это уже препятствия, понимаете, сразу же вышла родына, да, семья. Family, то есть у вас препятствие идет именно от вашей семьи, то есть у вас по роду, по родовым программам здесь во главе семьи, вот, кстати говоря, здесь, видите, мужчина и женщина, бабушка, дедушка, да, то есть, грубо говоря, и по папиной линии, и по маминой линии у вас есть программы, которые мешают вот построить вот те именно такие счастливые отношения. Возможно, вы видели, знаете, отношения в семье, где люди в итоге друг друга не любили, поженились потому что рано или потому что, ну, вот как-то уже пора. И, соответственно, люди, которые там поженились, как многие наши родители, да, в Советском Союзе и так далее, и раньше, бабушки и дедушки, выходили, ну, потому что, ну, уже надо, ну, вот человек вроде слюбится, стерпится, слюбится и так далее, да, вот это вот вы все видели. Видели, как люди, которые совершенно друг другу не подходят, там по молодости сошлись, а потом тянут, как у нас говорилось, тянут лямку, да. Ну вот это вот все вы видели, и потом, когда вы даже вроде бы вам казалось, что вы начинаете отношения по любви, в какой-то момент вы обнаруживали, что вы тоже тянете лямку, или вы находитесь с человеком, который совершенно не ваш, и вы вообще думаете, ну как же так вообще, так все получилось. А все потому, что начали включаться родовые программы, да. Родовые программы такая штука, что даже если вам кажется, что вы начинаете, ну, не осознавая, то есть вы видели какой-то паттерн в семье, да, и этот паттерн вас не устраивал, вы хотели сделать по-другому. Но вот когда у вас началась ваша семейная жизнь, вы стали семьей, вы невольно, понимаете, подсознательно притягиваете такие же ситуации. И вот у вас все это повторяется. Сейчас нам показывают, если вы хотите отношения, в которых вы будете расслаблены, счастливы, и такой вот образ, что вы прогуливаетесь, да, по побережью, вы наслаждаетесь, да, то есть вот такое вот, понимаете, вот такое вот сладкое счастье, понимаете? Вот если вы хотите такое сладкое счастье, то вам, конечно, нужно разобраться с родовыми программами. Если вы хотите с этим разобраться, то я с этим работаю просто супер профессионально, очень много лет. Именно родовые программы – это вообще мой конек, я считаю. Поэтому и отношения. То есть я в этом просто хороша, мне кажется, очень. Поэтому приходите на консультацию, если хотите, разберем. Вот, поэтому, вот у них, кстати, тоже здесь на столе, видите, как вот такой какой-то тоже, вот как огромная красная клубника, типа такого. Поэтому вам нужно переосмыслить, просмотреть, подумать, а как жил мой папа, как жила, если вы не хотите там обращаться к кому-то за помощью, да. Иногда в этом неплохо работают там семейные расстановки, да. Вот. Help, понимаете, вот я сказала, help. Вот вам вот даже карта выходит, помощь, help, понимаете?
вам нужно к кому-то обратиться за помощью. То есть вам нужна помощь, вы сами не видите. Если бы вы это уже видели, то вы бы уже пришли к этим отношениям, понимаете? Они снова выходят, эти отношения. Так вот, если вы не обратитесь за помощью, если вы сами себе эту помощь, значит, иногда здесь карта не зря это выходит, да, на помощь утопающих, дело рук самих утопающих, понимаете? То есть вы должны сами это решить, сами увидеть, сами захотеть что-то поменять. Не само там в жизни что-то произойдет, понимаете? Вот интересно, кстати, такая колода, ее как ни, вот у нее, посмотрите, какой торец, ее и так можно повернуть, и так повернуть. И я когда вот на нее смотрю, я даже не знаю, карта выходит перевернутая или не перевернутая, но неважно. Так, ну что, мои дорогие, тут листья падают, смотрите, как осыпаются прямо на меня, на ветру. Давайте посмотрим, какие еще есть препятствия, потому что идет, что несколько есть препятствий. Делание, action, действия, понимаете? Но еще есть препятствия именно отсутствия ваших действий. То есть вы какие-то, понимаете, вы нам показывают, что у вас должны быть какие-то действия последовательные, кирпичик за кирпичиком. Например, если вы решили себе поставить цель знакомиться с иностранцем, это означает, что вы должны начать путешествовать, изучать иностранные языки, как минимум там английский, да, должен быть у вас, ну просто must, да, это must прям. И так далее. То есть вы должны что-то делать для этого, мы должны, не знаю, там, изучать другие культуры, общаться с другими людьми, какие-то формы. То есть вы должны немножечко, скажем так, быть более подвижной, да, независимо, или вы там, я не знаю, то есть что-либо. Еще, кстати, идет такой момент, что возможно читать какую-то литературу психологическую или просто про отношения, да, есть масса прекрасных книг, там, начиная от базовой «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», ну, это книгу, которую там должен прочитать, как бы, собственно, каждый, да, это прям база, это прям вот, ну, это, знаете, это такое, она очень простая, развлекательная, легко читается, и так далее. То есть какие-то знания, какие-то действия, какие-то шаги через изучение, через познание, через какие-то передвижения, путешествия, общение с людьми, понимаете? Поэтому, конечно, если вы закрылись дома, и можно надеяться, что этот почтальон, да, постучит к вам в дверь, но, понимаете, под лежачий камень вода не течет, ждать можно долго. Поэтому нам показывают, что вам нужно занимать активную позицию в этом действии. Поэтому выходите в места, где вас смогут увидеть, где вы сможете как бы познакомиться, где вы будете заметны, понимаете? Это вот не хватает действий. Понимаете, это одно из препятствий, потому что вы хотите, чтобы вас нашли, вы что-то сделали. Ну, понимаете, мы выходим вверх партнерства. Да, конечно, мужчина проявляет более активную позицию, но мы сейчас выходим в такой век, когда женщина может сама подать первый знак внимания, она может оставить свой телефон, она может подмигнуть. И это, понимаете, это уже норма жизни, поэтому это не означает, что вы полностью берете на себя инициативу в отношениях, да, ну просто совсем как бы делать вид, что как бы мне ничего не интересно, и при этом ждать, что на тебя кто-то прыгнет, это очень, очень странно. Да, идея. Почему-то, ну, так не идет из потока. Кто-то из вас, возможно, очень стеснительный или прям хочет, чтобы вот как-то, вот знаете, вот как-то пришли вас растормошили, ну, условно. Дальше что нам приходит? Education, понимаете? Ну, вот то, что я вам говорила. Кстати, вот ни разу не видела эту карту, я уже сколько мешала эту колоду, она не выходила еще ни разу. И вот я же говорю, что каких-то не хватает знаний, то есть, я же говорю, возможно, какие-то языки, если это про иностранца, возможно, это про отношения, про психологию, про эзотерику, про психологию мужчин, про родовые сценарии, про все, что может вам помочь создать счастливые отношения, понимаете? То есть вам не хватает, то есть нужно, это и есть препятствие, да, недостаток знаний, да, что такое любовь, что такое счастливые отношения, что такое гармоничные отношения. Не просто вот я их хочу, а что это конкретно, что я должна делать, что я ожидаю от партнера, да, как я это вижу, потому что просто я хочу там любви и счастья, да, это немножко не конкретно, да, то есть можно пальцем в небо любые отношения, да, под это в итоге, ну, как бы притянуть, понимаете? Вот. Вот. Интересно, выходит карта интуиция. И вы знаете, она мне вот в двух сейчас смыслах выходит, эта карта. И здесь она и как препятствие, и ваш дар. То есть ваш дар, понимаете, вы очень интуитивная, сильная женщина, вы можете что-то видеть о людях сразу. То есть человека увидели, сразу все поняли, а мужчине увидели, сразу поняли. Но вот эта карта, понимаете, она с одной стороны вам дает плюс, но с другой стороны, из-за того, что вы даете очень быструю оценку, быстро как бы считываете ситуацию, вы не даете человеку до конца проявиться, да, то есть вот иногда какая-то ситуация, возможно, не будет, как бы, понимаете, постоянный, на вечный какой-то роман, какая-то встреча, но через эту встречу придет урок, как я люблю называть для такие периоды отношений, такие отношения с мужчинами, тренировочные мужчины, понимаете?
Очень часто перед тем, как мы встречаем своего человека, к нам приходит несколько не своих людей, с которыми мы учимся, понимаем, знаете, такой опыт от обратного, или такое нащупывание своих границ, своих чувств, да, нащупывание, чего я хочу, что там другой человек, да, там хочет и так далее. То есть вы должны свою интуицию повернуть как бы в, ну, как сказать, в плюс себе, да, то есть не пытаться ну, сразу, нет, не мое и все, нет, ну вот дайте развиваться тому, как оно развивается, понимаете? Не закрывайтесь именно из-за своей интуиции так сильно от всего. Так, тут такая музыка началась резко. Я надеюсь, вам ее не слышно. Буду, конечно, пытаться как-то это заглушить. Давай, микрофончик, глуши, пожалуйста, эти звуки. Ну так, давайте смотреть дальше, какие еще есть препятствия. Marriage. Ну, наверное, потому что, знаете, вот почему именно свадьба вышла препятствием. Тут такие, во-первых, мне идет несколько вариантов. Первое, что мне пришло из потока, да, когда вот эта карта пришла, что тут две крайности. Кто-то из вас, и причем это может быть про одного и того же человека. С одной стороны, вы очень хотите замуж, а с другой стороны, вы этого очень сильно не хотите, потому что боитесь. То есть, как бы, с одной стороны, вы хотите, и вы как бы к этому идете, вы об этом мечтаете, это ваш запрос. Но когда вам сказать замуж, а это то, а это то, а это то вы такие, ну, может быть, просто встречаться, ну, может быть, просто роман, ну, может быть, просто любовь. То вы начинаете вот плавать, у вас начинается. То есть, с одной стороны, вы очень этого хотите, а с другой стороны, когда вы начинаете как бы конкретно себе представлять эту картинку, вы начинаете пугаться. Поэтому нам показывали, что вам нужно переосмыслить, а что конкретно для вас, какой тип брака, какие отношения, как именно вы это для себя видите, чтобы вас брак не пугал? То есть понятно, нам уже это через все, что мы сегодня увидели, это понятно, что вот стандартный формат брака это не для вас. У вас это вызывает даже до трясучки, понимаете? Стандартная свадьба, вот эти все процедуры, все это у вас вызывает, понимаете, отторжение. Но самое главное, что нам показывают, что вы этого хотите, знаете, вот и хочется, и колется, вот. И хочется, и колется. Начинается жара. Сейчас из-за того, что я немножко такая полупростывшая, я накидываю что-то, потому что, знаете, такой ветерок. Ты вроде сидишь весь мокрый, а ветерок пробивает по плечам холодный. Это вот то, что я вам сейчас и говорю. То есть, с одной стороны, у вас есть жар, интерес к этим отношениям, но с другой стороны, вот эти вот страхи, они прям холодком по вас пробегают. Это абсолютно, вот не зря я об этом вам сказала сейчас. Давайте дальше смотреть. Какие еще у вас есть препятствия к вашей любви, к тем вот расслабленным, счастливым отношениям, о которых вы мечтаете, в которых вы сможете просто отдыхать душой? Офис Бюро. Ну вот понимаете, да, вы боитесь немножечко, возможно, у вас был опыт уже брака или отношений, вы боитесь, что, вы знаете, вот это все будет как-то рутина, как-то это формально, опять это все затянется, все одно и то же, да, красиво все начинается, но потом, да, все вот так вот, да. То есть нам показывают, что вам нужно, понимаете, вот, знаете, как говорят, хорошее дело баракам не назовешь. Вот это вот абсолютно вы так думаете сейчас уже, пройдя все то, что вы видели, пройдя тот опыт, поэтому вам нужно понять, что если вы хотите те отношения, которые вы хотите, вам нужно, во-первых, понять, как они будут выстраиваться, на чем они будут выстраиваться. И самое главное, что вам нужно сделать по-другому, чтобы это не было как раньше, или чтобы это не было как вот все, что вы видите вокруг. То есть вам нужно вынести эти уроки, не идти по шаблону, да, не идти вот по, как бы, как, знаете, вот как по намеченному пути, вот как все идут, да, вот все идут, и я пойду, все вот так вот брак строят, и я так построю. Нам показывают, если вы хотите такие вот невероятные отношения, понимаете, в которых вы будете отдыхать душой, и ваше сердце будет расслаблено, и ваша душа будет, понимаете, не на пределе, не на износе, а именно в таком хорошем состоянии, то вам нужно сделать что-то неординарное, вам нужно выйти из системы, вам нужно посмотреть на отношения в целом по-другому. Ну да, понимаете, вот видите, ошибка. То есть выйти из этого лабиринта, из повторяющей, что, боже, как мне нравится эта колода, она вот очень хорошо со мной работает. Вот у меня есть две колоды, которые со мной очень классно работают. Вот вообще идеально просто вот колода, мистические моменты, вот вообще я говорю вам, и тут же выходит эта карта. То есть у нас с ней идеальная синхронистичность. И эту колоду я купила за 5 минут. Я ее увидела, сразу же ее купила, когда была в Варшаве в прошлый раз, в Польше.
Вот я ее увидела и поняла, что она там была несколько, и вот прям она пришла. Понимаете, вот и эта колода точно так же у меня с ней очень сильная связь. Я прям ее чувствую, она меня чувствует. Понимаете, новый исток, новый такой должен быть как бы новая жизнь должна пойти, и вы должны найти новый свой путь, понимаете? Вот вы должны сойти с этих рельсов, вы должны выйти из этого лабиринта отношений, в котором выходила ваша семья, ваш род. И самое главное, что вы тоже, это же вы. Вы сейчас еще ходите, даже в данный момент, вы пока живете в этом лабиринте, в замкнутом пространстве. Но нам показывают, что вот вы хотите, можете и выйдете из этого лабиринта, понимаете? И праздник жизни настанет. То есть вот, понимаете, этот праздник жизни, который вы себе представляете, отношения, они реальны. Это не какая-то там иллюзия и мечта, понимаете? Это все реальность. Просто нужно немножечко еще, знаете, вот там как перепрыгнуть, да, через этот. Причем сейчас мне что-то идет, что у кого-то, понимаете, возможно, вам нужно переехать в другую страну, кстати, или в другой город, в другое место. Даже, может быть, просто переезд в другой район или квартиру решит очень много для вас. Понимаете, для кого-то иногда просто переехать на новое место или от кого-то съехать, это уже, понимаете, как будто бы просто вот поворот на 180 градусов, понимаете? Я же говорю, что или, может быть, вы очень близко к своей семье живете, да, и вы как бы хотели бы жить бы по-другому, не как своя семья, но вы из-за того, что с ними постоянно общаетесь или видитесь, да, это, знаете, как шуточка есть такая, что вроде бы кажется, что ты уже все проработал, да, сейчас у нас в Инстаграме гуляет. Кажется, что ты уже все проработал, все осознал, да, потом созвонился с мамой, да, и как бы там, или там с родственниками, и, да, и все, ты понял, что как бы все это было впустую. Так вот, чтобы этого не произошло, нам показывают, что вам нужно не просто, понимаете, не закрываться, а действительно делать шаг, делать какой-то свой новый путь, какие-то новые шаги делать, переезжать в другие места, от кого-то съезжать. То есть, как именно действия, понимаете, формируют. То есть практика – критерий истины. То есть именно за счет действий мы что-то можем поменять. Если мы остаемся в том же месте, с теми же людьми, сложно ожидать, что завтра мы проснемся и что-то будет по-другому, понимаете? Опять выходит почему-то видимо, карта банкет, что-то про нее еще не выходила. Еще интересная карта Солнца. Она никогда не выходила еще на этой колоде. Вот она здесь выходит, понимаете? Ну, потому что это счастье, понимаете? Полное счастье. Счастье в отношениях. То есть отношения, где каждый день праздник, где вам хорошо, спокойно, где радость, понимаете? Вот именно слово радость. Отношения, в которых радость и спокойствие. Даже, наверное, назову этот расклад, да, то есть отношения, которые дарят спокойствие и радость, понимаете? Вот, ну вот что же может быть лучше? То есть даже, понимаете, здесь сегодня разговор не о уровне жизни, не о деньгах, не где вы живете, что вы живете, а то, что у вас, вот понимаете, здесь. То, что вы приходите в состояние, где вам, вот понимаете, вот это, вот нету ничего лучше, чем вот это слово релакс. То есть ты расслабленный, ты не в тревоге, ты не в напряжении, ты в расслабленном состоянии с человеком. Это на самом деле можно по пальцам, да, вот вы попробуйте пересчитать по пальцам людей, с которыми даже не просто мужчина, а просто вот людей в своей жизни, с которыми вы расслаблены, не которых вы тянете, или они вас тянут, или вы их за собой, и какое-то есть постоянное натяжение или борьба. Где именно отношения, понимаете, где вы можете чувствовать себя собой, расслабленным. Ой, простите. Плохо проглотила воду, пока говорила. Вот, поэтому, ну, понимаете, ну вот, наверное, чем расклад как бы начали, тем и закончим, понимаете? Расслабленные отношения, счастливые отношения. И вы понимаете, здесь вот океан жизни, океан любви, понимаете? Вот, даже цвета, видите, розовый. И у нас был, кстати, расклад недавно, да? Извиняюсь. У нас был, кстати, расклад недавно, помните, там был цвет фуксия, и вот здесь вот мне помнился этот расклад, да, вы через полгода. Потому что у кого-то это действительно через полгода отыграется этот расклад. И вот то, что мы сейчас смотрим. Да, такие расслабленные, релаксные отношения, класс. Ну, что добавить? И все, у меня уже голос мой, это все, отказывается. Будем заканчивать на сегодня, девочки. Все, что я хотела, сказала. Вот. Огромное счастье для вас. Пусть оно будет таким. Кстати, оно как сердце. Видите, клубника прям как сердце. Класс.
Последняя, да, выходила эта карта счастья? Ой, это релакс. Вот, посмотрите, вот она, вот. Последняя, вот. Счастье вам вот так вот, смотрите, вот. Ну, прям как, смотрите, сердце клубника. Да скриньте себе. Вот это именно такая, понимаете, сладкий плод. Не горчинки, а одна сладость, наслаждение. Высочайшее наслаждение. Желаю вам воплощения вашей мечты, потому что это ваша мечта, такие отношения. Пусть она воплотится самым благоприятным, самым наилучшим образом. Сегодня были хорошие подсказки, хорошая колода. Пишите в комментариях, что вам откликнулось, мне это очень важно. Пишите ваш отклик, любые сообщения. Если вы хотите поддержать меня как автора, у вас есть кнопочка Join, у вас есть кнопочка Thanks, Super Thanks. В общем, благодарна всем, кто оставляет донаты. Я вас благодарю от души. Пусть все вам возвращается огромным потоком света и любви в ответ. Мы с вами увидимся на новых раскладах. Подписывайтесь, если вы хотите увидеться снова. С вами была Ева. Пока.